Государство Объединенные Арабские Эмираты расположено в Юго-Западной Азии, в восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на западе и юге, с Оманом на юго-востоке и на северо-востоке, омывается водами Персидского и Оманского заливов. Состоит из 7 эмиратов. Это Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Ум-аль-Квейн, Рас-аль-Хайма и Фуджейра. Каждый эмират представляет собой государство абсолютную монархию, имеет свои законы, своего правителя эмира и свою казну. Столица Объединенных Арабских Эмират – город Абу-Даби. И как раз эмир Абу-Даби является одновременно эмиром Абу-Даби и президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Такая ключевая роль эмирата Абу-Даби, крупнейшего и наиболее богатого из эмиратов, во многом связано с тем, что административное устройство Объединенных Арабских Эмиратов опирается на право каждого эмирата распоряжаться запасами природных ископаемых на своей территории. Таким образом, фактически в соответствии с запасами нефти распределяется влияние тех или иных эмиратов в общей политике страны. Например, эмир Дубая является главой правительства Объединенных Арабских Эмиратов. Население ОАЭ на 2020 год 10 миллионов 207 тысяч 863 человека. Прошу обратить внимание, здесь каждый человек подсчитан и каждый под контролем. Подавляющее большинство населения, до 70%, это рабочие из Южной и Юго-Восточной Азии. В стране имеются крупные запасы нефти, экспорт которой составлял значительную часть ВВП 56% в 1980 году. И благодаря диверсификации экономики доля нефтегазовой отрасли в ВВП к 2013 году оставалась ниже 40%. История развития Объединенных Арабских Эмиратов быстрая и стремительная и не имеет аналогов по скорости и темпам развития. За очень короткий промежуток времени страна превратилась из пустыни в развитое государство, где сейчас воплощаются в реальность даже самые смелые фантазии. В XIX веке Великобритания подписала ряд соглашений с отдельными эмиратами, что привело к созданию договорных государств. Британская сторона пообещала защищать все побережье от агрессии со стороны морских соседей и оказывать помощь в случае нападения с суши. В обмен на это она начинает контролировать торговые пути, промысел и отношения эмиратов с другими государствами. До 1950-х годов эмираты занимались торговлей, выращиванием фиников и добычей жемчуга, пока не обнаружили нефть. Это стало ключевым моментом в истории страны. Никто даже не предполагал, что на территории Арабских Эмиратов есть хоть капля нефти. Но нефть была, и ее было достаточно для того, чтобы существовать безбедно. В 1962 году из Абу-Даби начали экспортировать нефть, благодаря чему город начинает расцветать. К этому моменту Лига арабских государств активно боролась за права всех арабских народов на независимость. Международное давление вынудило британцев отступить, но англичане покинули эту территорию только к 1971 году. Именно тогда и началась история Объединенных Арабских Эмиратов как независимого государства. Постепенно они выкупили у Великобритании акции нефтяных компаний, благодаря чему доходы от нефти стали поступать в казну Объединенных Арабских Эмиратов. В 1973 году началась арабо-израильская война. Сирия и Египет отказались продавать нефть в США, Великобританию и другие западные страны. Произошел резкий рост цен на так называемое черное золото, которое к 1973 году привело к резкому толчку для развития страны. При цене барреля в $75 доходы от продажи нефти достигали в 150 миллионов долларов в день. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов во главе с шейхом Заидом, первым президентом Объединенных Арабских Эмиратов, мудро распоряжалось этими деньгами. В первую очередь деньги были направлены на улучшение жизни местных жителей. Строительство домов, школ, больниц, импорт продовольствия и создание заводов по опреснению воды. Сегодня Эмираты занимают второе место после Саудовской Аравии по объемам производства опресненной воды. 94% нефти Арабских Эмират были найдены в Абу-Даби, но более успешным и привлекательным стал город Дубай благодаря развитию промышленности. Власти Абу-Даби обещали финансировать и другие регионы, когда те найдут свою нишу. Для Дубая своей нишей стала металлургия и производство строительных материалов.
Рашид Порт, Джебель Али Порт, расширение Дубай Крик и Дубай World Trade Center – все это лишь некоторые из крупномасштабных проектов, реализованных в период правления первого президента. Благодаря лидерству и стратегическому мышлению правителей Объединенных Арабских Эмиратов страна всего лишь за полвека совершила грандиозный прорыв, реализовав амбициозные и строительные социальные проекты. Современные чудеса архитектуры, включая Бурдж-Аль-Араб и Бурдж-Халифа, стали символом успеха и прославили Дубай на весь мир. Сейчас всем нам сложно представить, что буквально недавно вместо дорог с многоуровневыми развязками, роскошных отелей, прекрасных парков и уникальных достопримечательностей была бескрайняя пустыня и одиноко стоящие бедуинские деревушки. Объединенные Арабские Эмираты можно смело назвать страной миллионеров. Стать бедным местному жителю практически невозможно, если только он сознательно не откажется от всех благ, которые ему предоставляет государство. Бесплатное водоснабжение и электроснабжение в домах, подарки молодоженам на свадьбу в размере $100 тысяч, участок земли и субсидия в размере $20 тысяч с рождением каждого ребенка – это лишь некоторые примеры того, как правительство Объединенных Арабских Эмиратов заботится о своих гражданах. Страна проявила себя в финансовом и военном плане на мировой арене. Последнее дало возможность предотвратить военные посягательства со стороны соседних стран. Иран в свое время воспользовался образованием единого государства ОАЭ и анонсировал 3 острова, богатых нефтью. И так, кстати, и не вернул их Эмиратам. Во избежание зависимости от нефтяной иглы правительством Объединенных Арабских Эмиратов было принято мудрое решение о диверсификации экономики и инвестировании денежных средств в различные проекты по всему миру. Огромные инвестиции направляются в сферу строительства и туризма, на развитие сельского хозяйства и в сферу торговли. Множество международных компаний открыли в Арабских Эмиратах свои дочерние отделения и представительства. На данный момент доходы от добычи нефти составляют всего 18% от ВВП Объединенных Арабских Эмиратов, и примерно столько же приносит стране туризм. Основная статья доходов Объединенных Арабских Эмиратов – это торгово-финансовые операции. Высокие доходы от экспорта нефти и дальновидное распоряжение деньгами обеспечили Объединенным Арабским Эмиратам процветание и развитие во всех сферах экономики. Сейчас Объединенные Арабские Эмираты – это одно из самых богатых государств в мире. И хотя большинство населения в Арабских Эмиратах на данный момент составляют иммигранты, местные жители контролируют все ключевые источники дохода в стране. На сегодняшний день моду в арабском мире создает именно Дубай. Все смотрят на него и все хотят так же. Ведь это единственный эмират с таким высоким уровнем дохода от туризма. Сейчас подтягиваются и соседние эмираты, такие как, например, Абу-Даби, Рас-Аль-Хейма и Шарджа. Они в первую очередь. Они тоже ищут свои ниши для развития туризма, но это уже совсем другая история, и про каждый эмират можно снимать отдельный большой выпуск. Вот такой вот выпуск у нас сегодня получился, такой вот познавательно-информационно-образовательный. И если вы его досмотрели, значит, вам точно интересна эта тема, так что обязательно переходите на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Если остались какие-то вопросы, можно написать их в комментариях, можно написать их нашим менеджерам. Ну и как всегда, спасибо за просмотр и всем пока!